Я думаю, что здесь немножко две разные концепции пересекаются. Одна вещь связана с инфляционными ожиданиями. И вот то, что мне вот сейчас все больше и больше понятно, если у вас действительно низкая инфляция, низкая цель по инфляции, низкие инфляционные ожидания, они тогда устойчивы. Люди просто не помнят, какая... они, может, никогда не помнят, какая инфляция, да, и там даже не очень знают. Но они об этом и не заботятся. Вот в Советском Союзе инфляция была низкая. Там, может, дефицит все время нарастал, но инфляция, в принципе, была низкой. Там иногда, правда, принималось решение повысить цену на водку там сразу в несколько раз, но в целом нормально. И я хорошо помню, когда еще там лет 10 назад мне начинали говорить, вот русские не способны к долгосрочным инструментам, долгосрочным инвестициям. Я, посмотрела, там в аудитории были люди помоложе, были примерно мои ровесники, я у всех своих ровесников спросила, у кого была страховка жизни в школе до 18 лет, был такой продукт. У всех. У кого-то на 500 рублей, у кого-то на 1000, у всех. У каждого первого была такая страховка. Это было принято. Там, я не знаю, в детском саду родители тебя страховали и накапливали эти деньги до 18 лет. Я ими не смогла воспользоваться, потому что мы перешли в режим высокой инфляции. И с тех пор доверие к такого рода инструментам несколько испортилось. Но в целом все это было, да? Поэтому тоже инфляционное ожидание – это не такая вещь, с которой человек рождается. Она связана с опытом, с оценкой ситуации, с оценкой политики. Но в целом, действительно, вот если инфляция низкая, низкое инфляционное ожидание. И это то, что мы видели, во всем, наверное, так называемом западном мире и, в общем, в широкой части восточного на протяжении многих последних лет. И в России нет. В России мы действительно 30 лет живем с высокой инфляцией, в последние годы мы ее снизили, но по тому, как люди воспринимают инфляцию, как они на нее реагируют, мы, конечно, понимаем, что до сих пор восприятие инфляции как достаточно высокое, как достаточно волатильного фактора. Низкая инфляция воспринимается, видимо, больше как случайность. На практике это означает, что люди все время обращают на нее внимание, все время придумывают какие-то защитные стратегии, чтобы себя от этой инфляции защитить. В частности, не готовы совсем долгосрочные продукты покупать в них, инвестировать, хотят больше контроля краткосрочного над всем, чем они делают и так далее. Это действительно два режима. И в ситуации, в которой действительно все обнаружили себя в этом году, вот чем она отличается, там, допустим, от прошлого года. Да? В прошлом году, я хорошо помню, там, тогда мы еще везде ездили, приезжаешь на 20-ку, приезжаешь на МВФ, и там тебе говорят, это временное повышение цен. И я помню, как на нас смотрели с квадратными глазами, когда мы говорили, нет, инфляция, угроза, надо на это реагировать, надо повышать ставки и так далее. В этом году ситуация поменялась, потому что выяснилось, что как-то даже если это временное, но оно занимает длинное время и оказывается достаточно сильно волатильным при этом, то возникают действительно риски перехода вот в этот самый другой режим. Что те, кто не обращал внимания на инфляцию, когда она была от 0 до 2, когда она вдруг стала 8-10, как-то обратили внимание. И могут начать переходить к стратегиям, связанным именно с постоянной защитой себя от инфляции. То есть закрепить и сделать устойчивым вот этот высокоинфляционный режим. И поэтому мы в этом году, конечно, видим резкие изменения в политике, резкие изменения в риторике. Я думаю, что это как раз то, что не позволит миру скатиться действительно вот в это другое равновесие. Все хорошо помнят опыт действительно 70-х годов. На самом деле тогда была более сложная ситуация. Все, конечно, было подготовлено, если брать Америку, то еще и Вьетнамской войной.
с точки зрения науки, наверное, представлениями кейнсианскими о том, что кривая Филлипса очень устойчива, поэтому у нас есть бесконечный трейд-офф между инфляцией и безработицей, и на фоне еще и шока нефтяных цен вся ситуация сдвинулась, ушла вот в это в равновесие, даже не просто с высокой, а с постоянно растущей инфляцией. Там у меня есть картинка, я иногда тоже, когда лекции читаю, показываю, там прям видно, как закручивается эта спираль. При той же самой безработице или даже растущей безработице постоянно растет инфляция. Вот у нас стагфляция, да, она там даже не стак, она вот реально там накручивается. Я думаю, что все это помнят, и я думаю, что сейчас, конечно, все предпринимают значительные усилия к тому, чтобы в эту историю не свалиться. Я хочу немножко выступить не столько адвокатом дьявола, но в какой-то степени, а чуть-чуть рассказать о том рациональном зерне, которое до какой-то степени в политике сейчас присутствует. Там, безусловно, маятник, знаете, качнулся вправо, а теперь как качнулся влево, и, наверное, люди, которые сидят в этой аудитории, доживут до того, как он качнется в обратную сторону. Но, тем не менее, определенный рациональный элемент в этом есть. Он как раз был выявлен очень существенно во время ковида. И для меня, как для макроэкономиста, как для человека, который занимается денежно-кредитной политикой и особенно финансовой стабильностью, это хорошо понятно, потому что есть противоречие между краткосрочной эффективностью и долгосрочной устойчивостью. Это очень понятное в экономике противоречие. В макроэкономике мы про это говорим постоянно. Если вы хотите в этом году максимально увеличить выпуск, ждите в следующем году рецессию. Потому что у вас будут переиспользованы ресурсы, начнется инфляция, начнутся проблемы, вы упадете в рецессию. И, в принципе, для долгосрочного развития гораздо более правильно иметь такое более плавное развитие. Собственно, задача денежно-кредитной политики, во многом бюджетной политики, это обеспечить более плавное развитие с небольшими колебаниями вокруг тренда. Смягчение колебаний вокруг тренда – это, строго говоря, то, чем обычно такая политика занимается. И с тем же самым мир столкнулся вот особенно ярко во время ковида, когда стало понятно, что да, очень серьезно за время глобализации, за последние там 20-30 лет мир воспользовался снижением стоимости перевозок, повышением эффективности логистики и так далее, изобрели все эти вот just on time, локацию производственных цепочек в большом количестве стран, когда нам говорят, что, я не знаю, там не то сотовый телефон, не то уж в лучшем случае самолет Боинг, но пересекает границу, там, по-моему, 400 раз разные детали в него входящие, прежде чем получился финальный продукт. Все это хорошо, но все это очень неустойчиво оказалось в ситуации с ковидом, когда выяснилось, что некоторые вещи, там чипы, производятся в одной стране мира. И если эта страна мира сталкивается с какой-то проблемой, неважно с какой, например, с ковидом, то, собственно, весь остальной мир оказывается под риском того, что очень широкий круг товаров не может быть произведен. И поэтому более распределенная система менее эффективная в краткосрочном плане, но более распределенная, которая позволяет диверсифицировать источники, она оказывается более устойчивой к таким шокам. Появилось даже выражение вместо just on time теперь just in case. Мы just in case делаем запасы, делаем там дополнительные резервные производственные цепочки, хеджируемся от разных рисков и так далее. Вот эта идея появилась. И, конечно, опять же, мне, как человек, который занимается финансовой стабильностью, она, в принципе, достаточно близка.
потому что все регулирование финансового сектора, особенно регулирование макропруденциальное, это все из разряда just in case. Just in case у нас формируется пузырь, мы должны сформировать дополнительный буфер для того, чтобы когда этот пузырь начнет сдуваться, он все-таки поменьше всего вокруг снес, а все убытки были поглощены этим буфером. Да, just in case на рынке закончится ликвидность, должны быть либо буферы ликвидности, либо инструменты кредиторов последней инстанции у Центрального банка, которые позволяют рынку функционировать и не допускают перерастания маленького кризиса ликвидности на одном каком-то кусочке рынка в большой платежный кризис во всей экономике.